Здравия. В 90-х они решили не париться и просто заменили название в законе. РСФСР от 28 ноября 1991 года номер 1948-1 о гражданстве РСФСР. И он, как по волшебству, стал законом РФ от 28 ноября 1991 года номер 1948-1. До появления, точнее фальсификации переименования РСФСР в РФ 25 декабря 1991 года. То есть он дважды юридически уничтожен по сути. Затем его еще пару раз меняли в 93-95 годах и нарожали массу перлов. Так же, как и в прошлом законе, в статье 13 не решили признать гражданство Российской Федерации у всех граждан типа бывшего СССР. Второй пункт вообще шедевр. А лица, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее, и утратившие гражданство якобы бывшего СССР, считаются состоявшими в гражданстве Российской Федерации по рождению, если родились на территории Российской Федерации, или если хотя бы один из родителей на момент рождения ребенка был гражданином СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации. Под территорией Российской Федерации в данном случае понимается территория Российской Федерации по состоянию на дату их рождения. Начнем с того, что территории у РФ и сегодня нет. Только юрисдикция на морском дне, 200 миль от берега. Утратить гражданство СССР никто не мог, поскольку никто его не получал. В прошлых 3 роликах это наглядно показал. Дополнительно помните, что СССР родился 17 марта 1991 года на референдуме. До этого это то ли Российская империя, то ли Тартария. Документы уничтожены, юридический статус непонятен, как и вся история далее, чем 100 лет назад. Ох, нам врут просто обо всем. Живые артефакты показывают другое прошлое. Ну, например, здание с обалденной архитектурой и в среднем 5 этажами под землей, с дверьми и ставнями, открывающимися наружу по всему миру. Историки говорят, что это гуси насрали по метру за 100 лет. Культурный слой типа. 17 статье еще круче. Один ребенок, родившийся на территории Российской Федерации у родителей, состоявший в гражданстве других государств, является гражданином Российской Федерации, если эти государства не предоставляют ему своего гражданства. 2. Ребенок, родившийся на территории Российской Федерации от лиц без гражданства, является гражданином Российской Федерации. В 18 статье дополнительно отсекли граждан СССР, ну, если бы они были. В порядке регистрации гражданство Российской Федерации приобретают г. Граждане якобы бывшего СССР, проживающие на территории государств, входящих в состав якобы бывшего СССР, а также прибывшие для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 года, если они до 31 декабря 2000 года заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации. Д. Лица без гражданства на день вступления в силу настоящего закона, постоянно проживающие на территории Российской Федерации или других республик, непосредственно входивших в состав якобы бывшего СССР, по состоянию на 1 сентября 1991 года, если в течение 1 года после вступления в силу настоящего закона заявят о своем желании приобрести гражданство Российской Федерации. Короче, прибываешь на морское дно, притапливаешься там и пишешь заявление. А в статье 19 пишут, что обычным условием приема в гражданство Российской Федерации является постоянное проживание на территории Российской Федерации. Для иностранных граждан и лиц без гражданства всего 5 лет. Или 3 года непрерывно непосредственно перед обращением с ходатайством. То есть мало того, что надо было как-то найти территорию РФ, утопнуть на несколько лет, так еще и подавать ходатайство. Еще следовало при этом умственно отставать и признать себя лицом, а не человеком как минимум. Там еще много разной чепухи написано, захотите прочитаете. Но общий смысл, что до 2002 года ехали на этом перле. Затем вышел 62-ФЗ о гражданстве. Граждан как не было, так и не могло быть ни по гражданству СССР или СССР, так и по территории РФ или месту рождения родителей. Территории РФ по сей день нет. А у СССР не было по 17 марта 1991 года. Верующие в гражданство СССР очень любят эту тему развивать в силу своего порога умственного развития. Еще был забавный приказ МВД РФ от 15.09.1997, номер 605, пункт 3.6, в
которым дали вид на жительство на их морском дне. 3.6. Гражданам якобы бывшего СССР, зарегистрированным по месту жительства на территории Российской Федерации и не имеющим принадлежности к гражданству одного из государств-участников СНГ, это еще одна фальсификация. Эти якобы государства появились позже создания СНГ, но от их лица начали что-то делать раньше. Только представьте, насколько у нас тупое население. Они дают массу подсказок и делают вообще все через жопу. Но ящик повелевает умами. Выдавать виды на жительство. У меня тоже виды из окна, как для лиц без гражданства. А лицам, имеющим гражданство одного из государств-участников СНГ, виды на жительство, как для иностранных граждан. То есть РФ выдала всем вид на жительство в 1997 году, признав всех лицами без гражданства. Кстати, они советские паспорта также местами выдавали по 1997 год. Все думали, что население в себя придет. Ага, сейчас. Впрочем, не забывайте, вокруг нас коммерческая фирма за главными буквами. Ну или корпорация, поскольку у них много филиалов, включая паспорта. А в законах речь о несозданном государстве Российская Федерация с нормальным написанием. Но это тема вексельного права и их международных договоренностях. Всем добра, здоровья, процветания и денег.